Ну что, насмотрелись уже обзоров Galaxy S25 Ultra, а я с ним некоторое время ходил, немножко даже раньше, чем другие. И я вам скажу, обзора от меня не будет. От меня будет разнос и похвала. Потому что, знаете как, вот по сути, маркетологи Samsung всех наежили. Я буду говорить, я буду пытаться говорить очень аккуратно, так что если вдруг у меня будет не получаться, а вас мучает мораль, то вообще сразу выключайте, либо засуньте свою мораль в одно причинное место. Но вы здесь видите не только, вот, S25 Ultra, я его реально покупал за свои деньги на предпродаже, купил, успел, короче, все хорошо, все красиво, это не засланный смартфон, чтобы вы понимали, мне Samsung не засылает ничего. И вот знаете, начну сразу же с цветов. Цветовая гамма, которую представил Samsung, 4 этих прекрасных цвета, которых мы посмотрим дальше. Да, начал с цветов. А знаешь почему? Да потому что пофигу, какие у него цвета. Потому что все покупают этот Samsung и засовывают в уродливые чехлы, как и я. Как и я. Каждый. Ален, ты когда покупаешь телефон, ты его засовываешь в чехол? Какого цвета у тебя iPhone? Нет, серьезно, какого цвета? Ты вообще знаешь, какого цвета у тебя iPhone? Золотистый. Отлично. Да, кто-то знает вот эти названия всех вот этих вот цветов, да? Они кому-то важны? Или они важны только при покупке? Ой, смотри, какой он красивенький, зелененький. Чтобы вы понимали, я использую, вообще раньше использовал только белые смартфоны. То есть здесь, кстати, еще и не зря будут смартфоны других брендов тоже. Достаточно серьезные смартфоны. Это Google Pixel 8 Pro, это у нас OnePlus 12, которым я пользуюсь каждый день, и этим, и этим. Сейчас я каждый день пользуюсь вот этим вот Samsung Galaxy S25 Ultra. И это, кстати, видите, какая проблемка возникла у меня через некоторое время. У меня начал выстегиваться стилус. Без нажатия? Без нажатия. Через некоторое время начал выстегиваться стилус, при этом не знаю почему. Устройство ввода, используемое для взаимодействия. Да, спасибо. И вот, кстати, Gemini появился. И это вот, наверное, начнем с него. Давайте так поставим коробочку, чтобы вам было красиво. Gemini появился. Они прям так это на презентации презентовали. У нас теперь есть искусственный интеллект. А, кстати, знаете, что вам сказал бы сейчас искусственный интеллект? А вы подписались на мой канал? Нажали колокольчик? Подписываемся, нажимаем. Вот так вот, быстренько. Теперь смотрите, да, и они прям показывают, если ты там зажмешь кнопочку, у вас появляется вот такой вот Gemini, да, там, все красиво. Сури, подождите, ребят, на моем устройстве 23-го года OnePlus 12 у нас появляется точно такой же Gemini. Точно такой же. Это он же. Государственный гимн. Да, государственный гимн. Я не говорю про... так это был OnePlus, я даже их перепутал. Это был не OnePlus, это был у нас Google Pixel, а на OnePlus то же самое. То же самое, вы можете смотреть, видите, там что-то распознает, и вы можете смотреть то, что на экране, то, что там, как оно делается. Поэтому вот этот вот маркетинг, который начал Samsung, он слишком агрессивный и слишком лживый. И я прямо говорю, он слишком лживый, потому что они преподносят фишки, которые есть давным-давно в других телефонах. И тут возникает вопрос, я сейчас не говорю про яблочников, у них там своя атмосфера, свое отсутствие инноваций. То, что здесь инновации есть, они супер есть, они 100%, я похвалю за это Samsung сейчас. То, что здесь есть отличие от того, что было раньше, это тоже, и отличие от других субфлагманов или флагманов, это 100%. Но то, что он не является чем-то эксклюзивным, это факт. И давайте вот дальше пофактуем, дальше начнем конкретно с камеры. Ведь также гордился Samsung, презентуя эти камеры, еще когда там вышла ультра предыдущих поколений. Кстати, у меня последняя ультра, которая у меня была, это S22. Я ее покупал на старте продаж в начале 2022 года. 21 февраля, у меня даже чек где-то есть. Я купил 22 ультру, через месяц я ее продал. Я не смог. Это первая ультра, которой я могу нормально пользоваться. Во-первых, дизайнчик, да, все
Все уже обговорили дизайн, все уже видели дизайн. Мы сейчас будем обговаривать не его дизайн, а будем обговаривать те плюшки, которые он преподнес. Дизайн, да, он, конечно, классно, скошенные края, и его действительно удобно держать. Вот, он стал тоненький, он тоньше, чем все, что было до этого. Вот, то есть он самый тонкий в серии Galaxy Ultra, да, который выпускал Samsung. И вот этот вот титановый ободок с грейдом 5, да, там это стекло, которое у них там Armor 2, Corning Gorilla Armor 2, Victus, да, Victus Armor 2, которая оказалась царапается точно так же, как на Ultra 24, хотя тут заявлен грейд совсем другой, так же, как и заявлен грейд больше на S24 Ultra. Здесь заявлено много, по факту это фальшь. А ну давайте, с камеры. С камеры мы начали с очень интересного момента. Было заявлено там увеличение ширика, и действительно там ширик новый, 50-мегапиксельный, ну красиво же, да, фотографирует. Я никогда не скажу, что Samsung фотографирует плохо. Я очень удивлен, что в свое время, допустим, Google Pixel 8 Pro стоял в DxOMark рейтинге выше намного, чем, допустим, тот же самый S24 Ultra, потому что фотографии, честно говоря, ну, блин, меня немножечко смутили. И первое, что мы начали делать, это фотографировать в студии. Мы начали снимать видео, фотографировать в студии, и тут вот нас ждал сюрприз. В принципе, если брать какие-то базовые SDR вещи, да, то снимают они практически все одинаково, если говорить про видео. Но вот то, что сделал Samsung, тут первая инновация, которая можно сказать, да, там, в качестве съемки видео, это введение формата log, да, цветового формата log, в котором можно снимать видосы, включая 8К 30 FPS. И потом их, ну, это, знаете, это стандарт, который можно раскрасить 10-битный, во-первых, цвет. И это стандарт, который можно красить самому. То есть фактически у них даже есть, смотрите, то есть если мы возьмем видео простое, которое мы снимали с HDR, да, там вот оно действительно красиво, то видеовлог будет выглядеть именно так. Вы сейчас видите на большом экране, как это выглядит. Но вот то, что происходит, смотрите, если мы нажмем на само видеолог, нажмем вниз и увидим, что у нас здесь появляется кнопка «Исправить цвет». То есть мы нажимаем, и фактически оно проводит цветокоррекцию само. Я не скажу, что это идеальная цветокоррекция. Она заваливается немножечко в теплые тона, да, немножечко в красный, но после дообработки на Adobe Premiere вы сейчас видите разницу. То есть у меня 3 файла проигрываются одновременно. Один снят стандартной камерой, второй снят влог, а третий снят уже после, знаете как, один влог, один цветокоррекция смартфона, а третий цветокоррекция уже доработанная нами в Adobe Premiere. И это действительно, вот это вот прорыв. Я вам скажу, потому что теперь с наличием 10-битного видео на вот эти вот смартфоны можно начинать снимать какие-то серьезные вещи, потому что, ну, на самом деле, насколько я не люблю яблоко, да, насколько я не люблю Apple, извините, они лог-формат сделали намного раньше. Они даже хвалились тем, что они презентацию, снимали свои презентации именно на iPhone. И тут уже наступает момент, когда яблочникам ответить-то нечего. Яблочникам ответить-то нечего. Но тут возникает еще один вопрос. Дело в том, что если на айфонах они предусмотрели подключение внешнего диска для сохранения быстрого, для сохранения своих съемок там влог-файлов, да, там с профилями лог, то извините меня, здесь уж вам понадобится самый большой объем, потому что лог-файлы занимают, мама не горюй, особенно если там брать 8К. В 4К 60 FPS, пожалуйста, снимает. Но если не брать лог-файлы, и вы не профессиональный какой-то там оператор, вы не профессионал в видео, то все эти смартфоны снимают приблизительно абсолютно одинаково. То есть если брать даже флагманы прошлых лет, то снимают они это все приблизительно одинаково. Знаете почему? Да потому что, ну давай так, вопрос. Ален, а для чего ты используешь фотографии? Куда ты их вот в большом формате, в самом классном качестве ты фотографируешь? Куда ты их можешь максимально деть? Домашний альбом. Ну дальше, запостить где-то, да? Да, где? В Инстаграме? Да? А в Инстаграме какой формат фото? Какое разрешение?
и куда оно пережимает, или загрузить на YouTube. На YouTube оно, дай бог, ужмет в AV1 кодек, оно загрузит его в VP9, пережмет 100 раз и отцветокорректирует так, как ему захочется. А если вы там в рилсы загружаете, либо в ТикТок, то вообще ваши эти лох-профили, вообще там эти супер качества, они ни на что не влияют. ТикТок, например, 4К видео вообще загружать нельзя. Поэтому, знаете, вот маркетинг, это понадобится единицам. Это понадобится единицам. Ну и дальше. Там, хваленный, допустим, тот же самый Zoom, который вот в ТикТоке, когда листаешь, там Zoom, там все сравнивают, айфоны, не айфоны. А вы пробовали сравнить другие смартфоны вообще? Вы знаете, что в Zoom есть смартфоны намного круче. Вот реально намного круче. Да, вот из того опыта, который у меня есть, мы сравнивали Zoom в Google Pixel 8 Pro, мы сравнивали Zoom с OnePlus 12. Мы все это фотографировали. Что я вам скажу? Все зависит от условий. При варианте первичных фотографий, тут, конечно, не мне сравнивать, я не самый большой фотограф-любитель, вернее, фотограф-профессионал, я больше фотограф-любитель, но, извините меня, в Zoom 30 в одних условиях выигрывает OnePlus 12, в других, так это, извините, 2023 год OnePlus 12, в других условиях S25 Ultra. А в других условиях 25 Ultra лучше, а, допустим, тот же самый OnePlus хуже. И тут у нас выступает, знаете, такое, кстати, мой Google Pixel, он проиграл по всем статьям в том плане, что у него максимально 30 крат мы получили. Да? Мы не говорим сейчас про оптическое увеличение, у них у всех у этих смартфонов есть своя оптика, да, там свое оптическое увеличение. И тут уже выступает на арену больше программные условия обработки. У кого процессор мощнее, у кого процессор сильнее. Ну, процессором мы еще сейчас вернемся. Тут тоже маркетинг получился. И да, и система стабилизации. Все там хвалятся системой суперстабилизации, размахивают смартфонами. Мы просто сели и катались. И что я вам скажу? Леночка, ну скажи мне, пожалуйста, какой из смартфонов тебе понравился больше по стабилизации? Вы сейчас видите результаты, да, реально. Какой, Лен? Мне одинаково. Одинаково. А теперь дальше. Какой вот если брать и Google Pixel, и тут уже, знаете, так вот я чуть-чуть был расстроен, потому что Google Pixel у меня проиграл. Google Pixel проиграл. У меня вообще после этого Google Pixel отнес к смартфонам, на которых как-то так можно более-менее снимать видео. Это вот все, что я сделал. А теперь дальше. Вот там куча было фишек. Все блогеры начали обсуждать в камере изоляцию голоса. Да, добавили изоляцию голоса постобработки. Постобработки. То есть, если вы не знаете, как это работает, ну, Леночка, иди сюда. Сейчас мы покажем. Смотрите, я ехал специально в машине. Достаточно шумно. Вот, есть шумно, это оригинал видео. Печку врубил на всю. Это оригинал видео. Если мы нажимаем, грубо говоря, на искусственный интеллект, то у нас произошел анализ звука. И вот здесь мы можем, например, убрать шум в минус и воспроизвести это видео Для теста изоляции голоса. без шума. А еще уберем ветер. Вот очень А теперь у нас один голос. Сам себя с трудом слышу. И все. А теперь вот с изоляцией И все. голоса И никто это ничего не интересно. слышит. То есть получается, что да, изоляция голоса очень круто, это действительно классно сделано. Мне капец как нравится, потому что, например, в OnePlus 12 там такого нет. Ну, правда, и по стоимости. Зато в Google Pixel это все действует чуть по-другому. Там ты изначально, когда пишешь видео, там изначально можешь себе включить изоляцию голоса и все, не морочить себе голову. Вот, пожалуйста, последний пункт настроек. Ты включаешь разборчивое речь, ну все, и у тебя будет чистый голос. И все. Хотя да, вот за это я похвалю. Тут уж Galaxy действительно классно пришелся. И по фото тут тоже вышло у нас интересный момент такой, что я делал огромное количество фотографий, я сравнивал. И в некоторых вариантах работы OnePlus 12 с вот этой вот хваленной оптимизацией, доведением камер от Hasselblad, соневские вот эти вот модули от Hasselblad фотографируют качественно лучше. Лучше контраст, лучше цветопередача, лучше яркость, я не знаю, там мы просто-напросто задолбались сравнивать, лазили с девочками по разным магазинам, разные условия съемки фотографий. Все это тоже у нас, откровенно говоря, вызвало некоторые
сомнения. Почему? Потому что флагманы прошлых лет, например, S23 Ultra, S24 Ultra, они так и не дошли до какого-то там хотя бы топ-5 или хотя бы там топ-7, топ-10. Блин, первые места у нас разорвали пиксели, опы, хоноры, айфоны и все. А где Galaxy? Где Galaxy? Черт возьми. Фронталка. Фронталка мне, черт возьми, понравилась. И вот тут вот я скажу вам так. Я отброшу все смартфоны в пользу Samsung. По поводу камер, я вообще для себя Samsung отнес к... Знаете, это универсальное устройство. Потому что у каждого из флагманов Android, например, здесь охренительно снимает основная камера. Все, классно, тыльник. Но фронталка видео снимает в 30 FPS, хоть убей. Здесь фронталка вообще какое-то дно на пикселе. То есть, если я сейчас включу видеофронталку, то с каким разрешением я могу снимать? 4К 30 FPS, могу включить 60 FPS, но оно кропает, твою мать. И как только ты включаешь, и у нас нет недоступно ни 10 бит, ни разборчивой речи, ничего. Да, этот может 4К 60 FPS, но это все в кропе. Дальше, если ты включаешь, допустим, суперстабилизацию, вот тоже, да, там, вот суперстабилизацию, то здесь ты можешь снимать только 2х приближения. И суперстабилизация вся кроется конкретно в дополнительной софтовой обработке. Просто в кропе изначального изображения. Как так? Если здесь более-менее нормально, то в пикселе это вообще днище. Суперстабилизация там дно. Можете мне не рассказывать большие любители пикселей. А здесь у нас получается есть все. Есть и на фронталочке, пожалуйста, смотрите. И на фронталке, и живое фото, и если брать, допустим, видео на фронталке, у нас есть FHD, UHD 160, и можно даже 4К 60 с HDR снимать, то, чего не могут вот эти вот все остальные флагманы. И тут для меня получается, Samsung, даже если он не будет супер дотягивать до каких-то там ультра решений iPhone 16 Pro Max, iPhone 17 или там какого там представят в будущем, он все равно является универсальным, потому что он может все. А то, что у него есть проф-режимы съемки, например, где вы можете фотографии в RAW формате, или, ну, не, правильно говорить RAW, да, там в RAW формате, при этом в профессиональном режиме можете выставлять различные настройки, как для фото, так и для видео, да, и снимать влог, то это действительно один из топов по фото комплексному. И по видео в том числе. То есть здесь есть все. И суперстабилизация, и зумчик, и HDR-чик, и вот. И различные логи, и равы. То есть тут хорошо. Теперь не следующий момент, тут далеко не отходя от камер. Каждый блогер успел обосрать вот этот вот момент вот этих вот камер, да, вот этих вот колпачков, да. Вам сказать, что вот каждый блогер, который начал рассказывать, что это полная фигня, а некоторые показывали, что при определенном усилии оно снималось, вам даже на презентации сказали, что это для улучшения крепости и для оптимизации вот этого всего дела. А я вам объясню почему. Потому что одно дело, когда ты берешь S24 Ultra и пытаешься заменить разбитое стекло, а другое дело, когда ты меняешь колпачок при определенных технологиях. То есть в Samsung не подумали, да, вы думаете, тут сильно они за дизайном заморочились. Нет, они как раз позволяют заменить стекло на камере быстро и без проблем, просто-напросто заменой колпачка. Это, возможно, вы как-то это чего-то пытаетесь увидеть. Оденьте чехол, вы этого даже видеть не будете. Вы этого даже видеть не будете. Давайте, расскажите мне, что вам мешает смотреть. Давайте, покажите мне в чехле, где же там какие-то пресловутые выступы, о которых вы говорите. Вы их даже не увидите. Зато заменить теперь это дело будет очень просто и быстро. И давайте, поспорьте со мной, поспорьте. Поэтому я вам скажу так, качество камеры охренительное. Оно конкретно соответствует вот этому всему комплексу, который они сюда запихали. И разборчивость, и искусственный интеллект. Ну, насчет искусственного интеллекта мы еще сейчас с вами поговорим, когда мы попробуем его, да. Но вот дальше по презентации пошло что-то не так. Пошло что-то не так на моменте с Galaxy AI, как они там, блин, переводчики там и все остальное. Потому что Galaxy AI это тоже классная тема, кроме того, что там нарисовать, да. То есть вы можете взять этот S Pen, чего-то там начать рисовать, дорисовывать себе какую-то корону, либо каких-то уточек, либо какую-то еще фигню. Ну давайте расскажите ко мне, пожалуйста, а кто же из вас этим реально каждый день пользуется? Вот прям такая функция, да, нужная.
Вот прям все, Алена, как часто ты с помощью искусственного интеллекта готова дорисовывать себе корону на голове? 1-2 раза попробовать, что такая фишка есть? Ну, это факт. Это факт. Это ладно, лиса у меня там рисует красиво, она там может еще чего-то там рисовать себе, но и то я сильно сомневаюсь, что она будет заморачиваться, сидеть это делать каждый день. Не знаю, ну да, за возможность плюс рисование, за возможность плюс, допустим, там стирание объектов, да, по стиранию объектов он крут, и опять же, я говорю, мы сейчас с вами вернемся к этому, но давайте так, Galaxy AI заключается не только в дорисовывании, если пойти, допустим, давай, помощник, давайте, Galaxy AI, то у нас тут есть ассистент звонков, это когда он там будет чего-то там переводить по поводу перевода, мы сейчас с вами поговорим. У нас есть ассистент написания, переводчик и дальше ноут-ассистент, транскрипт-ассистент, Samsung интернет и фотоассистенты с различными ассистентами рисованиями, контроля звука и фотозаставки. Все, ну now brief, ладно, добавили классную функцию, но извините меня, этот бриф долбанный, он реально полный отстой в плане того, что он у меня кроме погоды, ну нифига не показывает. А это не в настройках? В настройках установлены все абсолютно приложения. Да, ничего не поменялось. Он максимум, на, пожалуйста, вот я зашел сюда, вот этот бриф, подсказки, и у меня настроены, смотрите, у меня настроены все приложения. Все абсолютно приложения, я им пользуюсь каждый день. И кроме того, что оно мне предложило, посмотрите новые шортсы в YouTube, которые появились с последнего вашего появления, больше кроме погоды ничего. Возможно, не для всех стран. Но черт возьми, нафига он мне нужен? Зачем вы его вообще в Украине тогда рекламите? По поводу перевода. Они говорят, тут очень крутой переводчик с помощью искусственного интеллекта. Ну давайте. Вот сейчас мы как раз вот переводчик. Вот у меня, знаете так, возникла интересная штука. Давайте возьмем 2 переводчика. Режим разговора и начнем с немецкого. С немецкого, мой второй язык, давайте. И как, вот одновременно я нажму на кнопочку. И как переводит вот этот вот переводчик с Galaxy AI. И как обыкновенный Google. Давайте. Hallo mein Freund, wie geht's? Ich fahre nach Aschaffenburg mit meiner Frau und meiner Tochter. Dankeschön, tschüss. И теперь смотрим. Хаен, как дела? Я поехал в Ашафенбург с женой и дочерью. Большое спасибо. А что такое хаен? Я сказал халло. Дальше. А здесь конкретно... Здравствуй, друг. Как дела? Я еду в Ашафенбург с женой и дочерью. Большое спасибо. То есть Google даже Пока. Google здесь хорошо перевел. И в случае с немецким, он вообще много различных фраз, он вообще не понимает. С английским там еще все хуже. Там вам приходится выбирать, если в Google переводчике достаточно просто выбрать английский без уточнения, то в случае с ассистентом Galaxy вам придется уточнять, а какой же английский используется? Великобритания либо США? Давайте сейчас на немецком еще пару фраз вот таких там закину, которые действительно трудны для воспринимания именно для переводчиков голосовых. Там, например, там спросим, где у вас туалет для инвалидов, например, где парковка для инвалидов, и там, например, симулируем, что там мой друг, ты где, да, и вот посмотрим, как они одновременно это все переведут, да, там. Hallo, Entschuldigung, wo ist der Toilet für Behinderte? Привет, извините. А где туалет для инвалидов? Здравствуйте, где туалет для меня, дети? Привет, женщина и жены. Это что вообще было? Он начал слушать. Уничтоженный ребенок. Стоп, остановитесь оба! Это просто все уже. Подожди, вот это было вообще. Давайте еще раз. Hallo, wo ist der Toilet für Behinderte? Где фильм Дональда с детьми? Galaxy AI, Galaxy S25 Ultra, покупай. Давайте, вот самое сейчас будет хит, это мой друг, ты где, да, там? Mein Freund, wo bist du, mein Freund? Мой друг, где ты? Где ты? Если Где это ты, просто мой друг? Ребята, это просто трэш, давайте, вот еще раз. Мой друг, где ты? Если это просто друг. Это как? Почему Google? Что он сказал? Понимает? Google все правильно.
Google сказал, Мой друг, где ты? Где ты, мой друг? что это? Это Galaxy I. Давайте английский язык. Давайте английский язык. А здесь уже приходится нам выбирать либо английский Великобритания, либо английский Сполучені Штаты. Ну, короче, США либо Великобритания. Давайте я США выберу, хотя мой английский это очень большой суржик, так как я когда-то работал в нефтяных компаниях в Нидерландах, и там это суржиковый вариант. Не знаю. Фух, я даже не знаю, с чего начать-то. Давайте фраза из фильма «День независимости», да, давайте попробуем. Today we celebrate an Independence Day. Сегодня мы Сегодня мы отмечаем День независимости. Хорошо, уже лучше, уже лучше. Окей, давайте мы что-то еще попробуем. Так, пробуем английский язык, давайте. Hey dudes, what a nice day today. I'm going to the beach, to the seaside and planning to swim all the day. Эй, чуваки, какой хороший день сегодня. Я иду Какой на пляж с сегодня морем и Стоп, стоп, планирую стоп, стоп, плавать стоп, весь стоп, стоп. Теперь я хочу это послушать. день. И чуваки, какой хороший день сегодня. Я иду на пляж к морю и планирую плавать весь день. Вот с английским вообще очень даже не понял. Неплохо, очень неплохо. А этот вот как перевел. Эй, чувак, сэр. Какой сегодня хороший день. Я собираюсь на пляж к морю и планирую плавать весь день. Это уже неплохо. И вот с английским, если все нормально, но, опять же, вам приходится здесь выбирать либо Соединенные Штаты, либо Британия, да, то есть в другом варианте чистого английского нет. Здесь английский обобщенный, он понимает как британский акцент, так и американский, да, и тут как бы вопросов нет. Но, опять же, заявлять это как преимущество простое, которое работает в простом Google переводчике, ну я бы уж совсем не стал. А что из фишек-то AI они еще заявляли? Звонки, ну так вы пробовали эти звонки? Я даже пробовать не буду. Мой опыт общения с, скажем так, с моим другом в Германии окончился тем, что он меня не понял, немножко обиделся в некоторых моментах, потому что звонки, откровенно говоря, работают очень неоднозначно. При том, что поддержки украинского языка, например, нет. Есть только очень ограниченная поддержка, и он все-таки находится в бета-версии. Хотя очень хорошо то, что теперь в этой One UI 7, да, там, с этим новым Galaxy S25 Ultra можно и в Telegram, и в WhatsApp, допустим, получить поддержку этих самых звонков с автоматическим переводом. И Galaxy AI вроде бы и поддержка есть, да, там вроде бы и хорошо так. Но давайте мы еще посмотрим, что же у них за AI получилось с рисованием. Мы сейчас просто потестируем. Ну и теперь искусственный интеллект. Давайте так. Вот этот вот вариант, когда ты сфотографировался не так, и если у тебя анимированное лицо, то ты можешь выбрать лучшее изображение. Хотя я вам скажу, допустим, видите, здесь можно вот таким вот образом выбрать, оно просто лицо меняет, якобы на лучшее. Но есть момент. Есть момент того, что это немножко не так красиво работает, как работает на том же пикселе. Кстати, фотографии действительно здесь, ну, очень-очень красивые, но это я уже вам показал. Да, там. Смотрите, на пикселе, например, то же самое. Так, нет, не этот, это OnePlus. На пикселе то же самое, только лучше в 100 раз. Объясню. Там не нужно иметь, допустим, фото, а живое. Даже если фото не живое, у вас есть просто набор разных фото, он может проанализировать. Ну, давайте возьмем мое любое фото, там вот какую-то серию, давайте, вот. Берем изменить. Это конкретно в Google Pixel. И это работает прям с поворотом головы. Давайте изменить на лучший кадр. Он обрабатывает все похожие фото, абсолютно все. И вот здесь вот выбираем человека, и это работает даже на групповых фото. И здесь у нас это работает и с поворотом головы, видите? И с поворотом головы, и с изменением, ну, с моему лицу, конечно, никакое лучшее фото не поможет. Я тут, конечно, извращался, то есть это работает лучше. То есть вот этот вот момент, он есть, они молодцы, красиво все сделали, все красиво. Но генеративные фишки, да, Drawing Assist. Это вообще фигня, короче, очень прикольно, то есть ты можешь рисовать это отдельно, то есть ты можешь здесь творчество, но тоже вопрос. Давайте нарисуем, например, рыбку, да, вот для меня это вот больная тема. Допустим, мы рисуем рыбку, да, вот такую там с хвостиком, там все нарисовали, вот такая вот у нас рыбка, она улыбается, даже там вот так вот. Все, нажимаем создать.
он делает, но если у вас не будет боковых плавничков, он не захочет создавать рыбку. Нет, это высокий это было. Вот такая вот у нас рыба получилась. При этом вы можете ее там добавить сюда текстовый промпт, что вы хотите сделать. То есть у нас можно загрузить фотографию и это фото переделать, например, там в иллюстрацию. Вот это тоже можно. Это тоже, вот, кстати, классная тема, когда фото можно переделать в иллюстрацию. Ну, у нас получилась вот такая вот фигня. Когда оно берет базовое фото и создает. Кстати, прикольно это, слышишь, приятная фотка, да. Либо в поп-арте, да, там взять, загрузить фото вот такого образца. Не, зачем я это сделал? Ну, сейчас посмотрим, что получится. Вот, ну это прям, вот, прям топ, да? Красиво. Прям топ, хорошо. Давайте еще такое же фото и только сделаем картина маслом. И плюс тут можно еще, есть одна фишка очень крутая. Давайте. Копия. Ну это ж оно берет, ну там же были это, а тут картина маслом, что ты хочешь. Или 3D мультфильм, давай сгенерируем еще раз, посмотрим. Сейчас посмотрим, у нас, вот это прям топ. Да. Это знаешь, что киберпанк? Да. Это вообще прям киберпанк. Это вообще прям киберпанк. Либо эскиз можно сделать. Вообще топово. Но давайте вот будем честными. Если я, например, захотел сделать... Вот, у нас есть портретная студия, да, ну, вы видите все мой фасад, идеально красивый. Если мы сделаем это все там в режиме, например, комикса, то, ну, я буду на себя не похож. Объясню. Дело в том, что на худых это как-то работает. На вот таких вот красивых, как я, ну, кто это? Это далеко не я, блин, ну, пожалуйста. Неправда, это ты из комикса. Это не я, Давай 3D мультик посмотрим. То есть мой фасад, он реально не входит в видение искусственного интеллекта. Он строит из меня. Ну кто это? Это точно не я. Понимаешь? Или сейчас вот посмотрим другой вариант. Давай посмотрим. Ну блин, Вау. ну это не я, ребята. Акварели и эскиз можно еще сделать. И так сколько бы я свои фото не брал, он делает из меня каких-то дрыщей, с которыми, ну вообще, которые ничего общего со мной не имеют. Абсолютно. Это вообще, тут мальчик 25 лет, ну, в принципе, такой, ну, вот это я, да, хорошо. Уговорили, это да? я, уговорили, хорошо получилось. Рисовать на самих фото, да, тоже очень классная тема, да, то есть мы можем с вами генеративное редактирование, это что-то удалять, допустим, Бабочку на эскизное плече. изображение. Бабочку на плече. Давай вот здесь вот бабочку нарисуем, давай вот редактировать, все, мы здесь нарисуем бабочку. Шух-шух, вот здесь вот так. Вот здесь вот тоже такой шух-шух. И здесь еще один усик, да. И здесь мы нажмем создание. Вот это будет красиво. Вот это вот он умеет делать классно. Вот это вот инновации, которые уже не первый раз пришли там, допустим, смотри, какая Вау. балочка. Смотри. Можно же еще создать, допустим, создать еще раз. Давай сгенерируем еще раз. Давай нажмем. Кстати, стилус, хотя и без Bluetooth, но работает отменно. Нет никаких вопросов. Ну не будете делать с ним что-то. А то смотрят некоторые там. Играть в Гарри Поттера. Да, играть в Гарри Поттера. Смотри, разные бабочки. Смотри, какие красивые. То есть, ну это же красиво. Это действительно красиво. Хорошо, давайте еще там чего-то с вами сделаем в другом варианте. Там какую-то фотографию. Вот здесь, давайте здесь дорисуем какой-нибудь прикол, да? Это, кстати, ультраширик его, да. Давайте генеративное рисование. И мы здесь нарисуем. Хлеб. Нет, мы здесь нарисуем летающую тарелку. Картошку? Летающую. Ой. Там... нет, это не то. Это мы к этому еще придем. Не, эскизное изображение. Я что-то прогнал. Давай мы нарисуем летающую тарелку. Огоньки. Давай, не, давай, этого будет достаточно. Он пингвина сейчас нарисует. Пингвина или птицу огромную? Да. Сейчас Или посмотрим. самолет. Подожди. Или Облако, облачко. та-та-та-та. Вообще не Облом. Не то я хотел. Да ну нет, давай самолетик нарисуем. Давай самолетик нарисуем. Ой, нет, я ж не то сделал. Давай, эскизная. Вот самолет. Такой вот у нас будет хвостик. И вот такие вот крылышки. О. Здесь кабина пилота. Получится самолет или нет? птица. Сейчас какой-то воробей или облако в форме самолета, блин. Сейчас посмотрим. Да. Ну его вообще стерло к чертовой Но в матери. облаках не рисуют. Самолет, вернись. А если черным нарисовать?
Да, ну я сомневаюсь, короче, как-то так. Ну, в общем-то, что-то рисует. А давайте корону мне пририсуем, что ли. Давайте, вот пробуем. Жизни не хватает, понятно. Да, эскизное изображение. Давайте тут. Так вот, корона такая красивая. Ну, вот что такая зубастая. Потому что корона большая. ЧСВ завышенный, корона такая. А, смотри, да. забыла, вечно забывала. Да, смотри. Твою мать, это же просто идеально. Я шучу, ребят, переоценена эта штука. Вообще это баловство. Для меня это реальное гребаное баловство. Единственное, что вот мне нравится. Что можно сделать идеальные зубы. Смотрите, это прям вот топ. Я вам сейчас покажу один маленький фокус. Смотрите, вот пульт. Мы его сейчас, давай вот так вот фотографируем, да? Шириком. Открываем эту фотографию. Открываем генеративная штучка. И попробуем удалить пульт. Вот, оно его выбрало. Давай его сотрем. С цветной вот этой картинки. Это просто вот по сравнению с этим iPhone просто-напросто, знаешь, что делает? Смотри. Ничего себе. Ну, понятное дело, что оно угадывало Бери. этот цвет. Вот, оно угадывало этот цвет. Но, блин, это поражает. Ну, это суть сохранена. Это суть. Вы сейчас, давайте, у нас здесь есть видео, смотрите, у нас здесь есть фото. Давайте, отменить. У нас есть фото в галерее. Вот, мы делали вообще классную тему. Давайте. Все, мы его загрузили на устройство. Давайте, пошли сейчас с вами. Так, вот, смотрите. Мы берем, нажимаем генеративное редактирование. Выбираем смартфончик. Вот, все, оно его выбрало. И просто-напросто удаляем. Это один из самых сложных тестов, потому что ему приходится удалять с клавиатуры. Смотрите сейчас на результат, вы охренеете. Вы просто охренеете. Айфоны этого не могут вообще. Ни при каком раскладе. Там такое мыло получается. А здесь мы получим реальную клавиатуру. Реальную клавиатуру. Просто-напросто офигеть можно. Я в шоке. При том, что вот тут я чуть-чуть вам сейчас покажу одну вещь. Дело в том, что вот если брать, допустим, Google Pixel, мы сейчас идем, ищем примерно такое же фото. Ну, не примерно, а такое же фото. Да, вот, давайте. Вот как это будет на Google Pixel. Давайте, умный ластик, давайте. Так, а теперь возьмем вот так вот и обведем то, что мы хотим удалить. Он сейчас его выберет. Та-дам! И примерно то же самое мы получаем в Google Фото. Какого нафиг хрена вы нам рассказываете про эксклюзивность вот этого всего действия? Да, искусственный интеллект неплох. Вы можете действительно там зайти в галерею, поудалять еще что-нибудь. Зуб. А кстати, знаете, что с зубами можно делать? Это вообще шиза. Мы можем с зубами менять зубы. Смотрите. Например, выделяем зуб. То есть вот мои зубы, да? Мы выделили зуб. И просто-напросто берем, вот так вот делаем и создаем новый. И он создаст мне новый ровный зуб. Я тебе серьезно говорю. Смотри. Виниры, Смотри. виниры. Посмотреть на оригинал. Ой. И так можно с каждым зубом. Вообще все зубы можно сделать. Реально он ровный, идеальный зуб будет. Прикинь, если там помучиться, поморочиться. Да. Вообще идеально. Хорошо, вот давай знаешь что, попробуем. Вот чем он не справится, это удаление перца. Вот когда их много. Я тоже так думаю. Или чесночка. Давай вот чесночок. Сможет? Давай, генеративное редагирование. Давай. Вот удалим вот этот вот чесночок один. Вот он нам мешает. О, смотри, как он его определил. Да, он справится. Он справится, это 100%. Могу уже сразу сказать, справится. А ну, пробуем. Да ладно! Смотри, он даже прорисовал чесночок. Хорошо, а теперь, а если вот эту штуку? О, вот это хорошо. Подожди, давай. Давай попробуем. Верни Вот хочу ценник убрать вообще нафиг. чесночину Вот. верну. Ой, Ой, кстати, вот это что же прикол? Вы же знаете про вот этот вот прикольчик, да, который можно выбрать и потом взять и удалить. Вот этот вот ценник, он мне вообще портит жизнь. Короче, не знаю, вот мне не нравится.
О, он его хорошо отметил. Все хорошо, давай. Вот так вот он его анализирует. И мы вместо него пробуем что-то создать. То есть вот в данном случае это очень классно. Вот этим можно пользоваться. То есть когда тебе на фотке что-то не то зашло, да, там, смотри. Оу, Смотри. какая пекинка вкусная. Ну так это реально прикольно сделано. Я даже сохраню копию. В общем, ребят, по интеллекту, ну, очень даже неплохо. Поэтому поехали дальше. А вот знаете, чего я не понял других блогеров? Это то, что они начали очень сильно обсуждать тему вот этого вот стилуса, который вроде бы как взяли и ухудшили, убрав из нее Bluetooth и заряжание, да? Ну, извините меня. Давайте так, чего там с этим стилусом делали? Жесты? Ну, я не понимаю, вы вот это вот адабра-кедабра, вы что там, Гарри Поттеры недоделанные, или чтобы жестами чего-то делать? Нет, на самом-то деле все проще. Почему до сих пор с MagSafe-то такая проблема у Samsung? У них при наличии, при подключении к MagSafe чего-то, вы знаете, как у них работал родной стилус? Нет с Bluetooth? Нет. Не знаете, а вы попробуйте. Так вот, в данном варианте это все вылечено и практически нормально работает. Да и в принципе, для чего мне стилус? Для того, чтобы что-то рисовать. В принципе-то здесь, когда достаешь стилус, появляется вот такое вот дополнительное окошечко, где вы можете посмотреть высокоинтеллектуальный, да, там, то есть искусственно-интеллектуальный выбор взять, сделать запись, сделать снимок экрана, и еще у нас ассистент рисования появляется, тот самый, который мы уже с вами посмотрели. Что вам еще надо? Вы тиктоки переключаете? Вот реально покажите мне того, кто сидит и переключает стилусом тиктоки. А ну давайте, вот это вот сидеть, вот, представляете, вот этот вот весь процесс листания тиктоков, да? Или вы камеру переключаете? То есть, а подойти изначально ее переключить? Нет, религия не позволяет. Это полный бред. Ухудшили, слава богу, ухудшили. Я думаю, что через год его вообще уберут. Это уже атовизм еще с серии Galaxy Note, да, и уже давным-давно пора про него забыть. Есть намного, ну, я не думаю, что его забуду, я думаю, что его просто вынесут за корпус. Лучше бы, знаете что, я вам скажу, лучше бы его убрали, и за счет этого пространства увеличили бы батарею. Потому что 5000 мА, ну, в 2025 году при его мощности, извините меня, немножко маловато. Да и в принципе и зарядка, ну черт возьми, 45 ватт в 2025 году. 100 ватт. 100 ватт. Лиса, у тебя какой телефон? Xiaomi 11. 11T Pro, там 120 ватт. И вы думаете, у нее есть деградация батареи какая-то? Да нет, давным-давно эти батареи делают, там, когда они пошли уже литий-полимерными с ячеистыми структурами, там нет такой деградации, как все думают. Быстрая зарядка убивает. Это обычно вот эти, знаете, староверы. Староверы в любом комментарии напишут: зато твоя быстрая зарядка убивает батарею, поэтому он заряжает 6000 мА 5 вольт, 1 ампер, да, и заряжает ее месяц, для того, чтобы на полчаса выйти из дома. Твою мать, ну, на 45 ватт очень мало. Хотя есть и положительный момент. Например, сторонние зарядки со сторонними шнурами, даже не родными, у которых есть Samsung HFC, да, стандарт быстрой зарядки, получили поддержку быстрой зарядки 2.0. Например, на том же Yugus быстрой заряднике, на том же Ugreen быстром заряднике. Хотя здесь, кстати, оригинальный кабель Samsung. Это у меня с 23 серии, когда-то покупал жене 23 плюс. У меня остался кабель с оригинальной зарядки. А это вообще полностью все Yugus. Полностью все Yugus, и зарядник Yugus, фирменный зарядник, и кабель Yugus. И, пожалуйста, быстрая зарядка 2.0, 45-ваттная, поддерживается. Хотя, я вам скажу, в свое время на 23-м плюсе я не мог завести на этом же Ugreen, даже на родном кабеле, быструю зарядку 2.0. В данном случае, я думаю, что это небольшое попустительство. Ну, не попустительство, а более, знаешь, такое более лояльное отношение к конечному потребителю. И на этом спасибо. А вот то, что многие блогеры умолчали, знаете, про процессор. Snapdragon 8 Elite for Galaxy, да, это все мы сейчас тоже, я сейчас открою ноутбук и покажу вам классный пример, опять же, агрессивного маркетинга Samsung. Но то, почему они, допустим, другие блогеры, скажем так, обесценивают вот это увеличение производительности на ядрах Orion и при этом с 3-нанометровым процессором, я не понимаю. Я не понимаю одного, потому что, честно говоря, наличие Samsung DeX и плюс столь мощного процессора позволяют мне в режиме DeX играть полноценно, как на консоли, елки-палки. Я играю во многие игры уже поддерживают полноэкранный режим работы, кстати.
Многие игры. Я подключаю их и работаю с геймпадом, допустим, на андроиде, могу играть с клавиатурой, с мышкой. Тут еще мы выпустим, кстати, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Мы выпустим вам специальный обзор, как играть в режиме DeX, да, с помощью вот таких вот простых адаптеров. Вот они, простые адаптеры, в которые я включаю мышь, клавиатуру. Я могу включить, вот у меня там миниксы есть, кстати, это оба мини, нет, это Bezos, Bazeus. Я просто-напросто беру, подключаю и все, и нормально. И нормально работает. При том, что это сейчас идеально работает с GeForce Now. Когда я начал играть в GeForce Now игры, и когда включил сначала полный экран, но было не на полный экран, когда включилась игра, у меня произошло изменение разрешения частоты, и врубилась полностью на полноэкранку игра, и я с клавиатурой, с мышкой, как белый, черт возьми, человек поиграл, в Tomb Raider поиграл, да, старенький, но я просто выбрал, потому что я его очень люблю, и все никак там этих волчков долбанных не пройду. Либо поиграл в Киберпанк, извините меня, мне даже комп теперь не нужен, потому что я спокойно взял маленькую какую-то клавиатуру мини, я взял вот такой вот переходник с собой, допустим, в рюкзак, либо в сумку, и получил полноценный персональный компьютер. Отредактировать документ в Word, в Excel, да, пожалуйста, полноценные Word и Excel спокойно работают. А Snapdragon 8 Elite, ну давайте мы к нему вернемся. А вернемся мы к нему в плане того, что мы посмотрим небольшую инфографику. И я вам объясню одну простую вещь, что эксклюзивности у данного процессора нет. И тут мы видим с вами чего? Инфографику. Пожалуйста, и наш смартфон Galaxy S25 Ultra на 10-м месте по производительности в AnTuTu. Ура, товарищи! Мы боролись и доборолись. А знаете, в чем вопрос? Дело в том, что вот эта вот приставка for Galaxy, прям эксклюзивность, которая, ну, они здесь показывают Galaxy S25 Ultra 2 миллиона 195. Я вам сейчас покажу, сколько у меня AnTuTu вышел. Мы тестировали долго. И чтобы получить... кстати, смотри, 219... У нас 2 миллиона 195 078, а там 2 миллиона 195 969. Я вам объясню, мы тестировали с включенными сетевыми модулями, со всеми установленными приложениями. Здесь все установленные мои, смотрите, телеграмчик у меня настроен, все у меня работает. Это полностью смартфон, которым я пользуюсь, посмотрите. То есть у него уже на экранчике есть даже пыль, мусор и всякая фигня. То есть я специально его не натирал, не делал вот эту выставочную картинку, чтобы вы понимали. Но чтобы получить вот этот результат, несмотря на то, что у него больше испарительная камера, новые ядра Creo, да, там, которые, Onyx, господи, Creo были уже, проходили. Новые ядра на 3 нанометрах, они все равно не самые крутые, потому что на этом процессоре, на эксклюзивном for Galaxy Optimization, есть на самом простом лучше. И в первую десятку входят OnePlus 13 выше S25 Ultra, Oppo Find X8 Pro, Oppo Find X8, Vivo X200 Pro, Vivo X200, Vivo X200 Pro Mini, Realme GT7 Pro, Red Magic 10 Pro, IQ 13. И они все просто-напросто отчвухали наш S25. А теперь, как они там рассказывают, мега-фантастический прирост. Подождите. А что ж у меня там было по... Не тот смартфон, прошу прощения. А что у меня там было на Gen 3? Мне вот просто интересно. Вот у меня интересный такой момент. AnTuTu. Вбиваем. Давайте. AnTuTu. Здесь 180, миллион 893 836. Так насколько мы там получили прирост? На какие там пресловутые, там хрен пойми сколько миллиардов процентов, как нам рассказывают маркетологи Samsung? Насколько? А ну давайте, расскажите мне. Они сравнивают с чем? С предыдущей версией? Так а предыдущая версия еще медленнее. Знаешь, сколько предыдущая официально была? 1 800 000 ровно с 1 баллом. Даже меньше, чем OnePlus 12. То есть и получается у нас там прирост сколько? 13% в среднем. 13%. И за 13%, извините меня, я взял вот этот вот, за 60, сколько? 67 тысяч? 67 тысяч гривен. Это ни много ни мало, почти 1,5 евро. 67 тысяч гривен. Это 512 гигабайтная версия. Терабайтная стоит еще больше. За что?
за Snapdragon 8 Elite на 13% быстрее. Чтобы вы понимали, когда вот маркетологи взрастили поколение, которое на цифры, я не знаю, они там, какой у тебя Antutu? У меня 2 миллиона, а у тебя сколько? У меня 1 800 000. А пошли погоняем. Они вдвоем стоят, гоняют на них. Я не знаю, что они на эти цифры делают. Извините меня, даже старый 11T Pro у лисицы Xiaomi на 888 Snap, по-моему, я уже не помню, честно вам скажу. Там вы и Genshin Impact, и COD Mobile Warzone, вы можете поиграть все. Да, на этом смартфоне вы будете играть, ну, фантастически классно, ну, фантастически быстро, все, блин, отлично. Но это не стоит того, не настолько этот процессор, нифига себе какой крутой. Если бы на него винду накатить и получить бы еще вторую систему виндовую, да, ARM винду, потому что сейчас выпускаются ноуты со Snapdragon X Elite. Извините меня, вот это был бы прорыв. Вот это я вышел бы и сказал бы, все, ребята, нафиг все смартфоны, покупаем только Galaxy S25 Ultra. И вы сейчас мне в укор можете сказать, слушай, Бабл, ну ты же, блин, обозреваешь какие-то дешевые Blackview и говоришь, что там можно покупать. Да, я и скажу, что можно покупать, потому что, извините меня, там, блядь, инновация за инновацией, батареи по 20 тысяч мА с быстрыми зарядками, тут звуковой смартфон с вот такой колонкой на жопе. Или утопить его можно на 2,5 года, и он будет жить. А здесь-то чего? И стоит они по 7 тысяч гривен, ну или по 150 долларов, извините меня. Вот там вот можно покупать. А это за 1,5 евро. Че вы, блин, тут приобрели нового? Чем оно не так работает, как, допустим, тот же самый S23, S22, S24 Ultra? А, вы же, наверное, забыли сказать, что в S22 Ultra у вас появились проблемы после октябрьского обновления с чипами, да? Не массовая, но все-таки она есть. Давайте дальше. Единственное, за что хочу еще похвалить, вот прям супер, да, ну экран Quad HD+, там 1440 на 3120, все красиво. Экран увеличили 6,9, нифига себе. Ну вообще 6,8, 6,9 это полный прямоугольник, а 6,8 это закругленные углы, как-то вот, знаете, он такого маркетингового, знаете, такое впечатление, что ты стоишь, у тебя перекуп с машиной рядом стоит и рассказывают, да ты что, там ПТС, 20 хозяев, да это внутри семьи, там один другому дарил, там ты что, пробег, да какой там пробег, 4-го года машина, что там, ты что, 30 тысяч километров, вот это то же самое. 6,9 дюймов это полный прямоугольник, а закругленный это 6,8. А в старом сколько было? В старом не то. А сколько было? 6,8, но здесь полный прямоугольник 6,9. Вы шутите? Такой же динамик AMOLED 2X, такие же 120 Гц. Да любой ROG-фон вот так вот жухает экран вашего Samsung со своими 144 Гц или там сколько там уже, 165, я уже не помню, там в последнем 8 я делал обзор, просто вылетело уже из головы. И просто-напросто жухает. Ладно, так, ну с S Pen, ладно, мы уже поняли, урезали, ну и хрен с ним, я сильно не буду, вот видите, он даже упал S25. Хочу похвалить за двойной, это, кстати, многие умалчивают или не доезжают. Здесь есть Dual eSIM. Это прям классная тема. Если раньше в S24 Ultra, я даже когда его заказывал, смотрите, предзаказ, здесь есть небольшое сравнение. И здесь у нас конкретно идет по карточкам, смотрите, в старом было SIM1 плюс SIM2 или eSIM, а здесь идет SIM1 плюс SIM2, либо SIM1 плюс eSIM, либо двойной eSIM. То есть в S25 есть инновации, о которых, кстати, почему-то никто, черт возьми, опять же не сказал. В S25 есть Double eSIM. И, кстати, вот возвращаясь к экрану, если кто-то скажет, что здесь плохой экран, фигня, экран охренительный. Экран просто 2600 нит яркость. А сколько было в предыдущем? Да хрен его знает, столько же, да? А чем не такой яркий экран, допустим, в том же OnePlus? В OnePlus там просто обалденный экран. Даже так сейчас. Там просто обалденно. Ну, здесь просто заставки разные сейчас. Знаешь, там, если поставить приблизительно одинаковые заставки на эти смартфоны. О, давайте в цветах моей страны сейчас сделаем. Сейчас, готово. Вот так вот будет, наверное, вот так вот примерно. И что? Как в камере? Все равно OnePlus, да, чуть-чуть поинтереснее. И при этом это на максимальной яркости оба. Да, кастомизация на уровне, все красиво, все классно.
но звук в нем обалденный. Я вам скажу, звук в нем лучше, чем во всех вот смартфонах, которые у меня были вместе взятых. Это я вот однозначно. Такой басистости, особенно когда я входил в режим DeX, и играл, мне даже не нужна была внешняя акустика. То есть полноценный стереоэффект, он лежал передо мной, полноценный стереоэффект с очень качественным, сочным звуком, с глубиной басиста. Я прям был удивлен. Ни один из моих ранее смартфонов не выдавал такой чистый классный звук. Я вам серьезно говорю, это прям вот топ. Теперь время работы. Да, по времени работы 3-нанометровый процессор, про это тоже забыли сказать, что 3-нанометровый процессор, вот этот вот, он привнес в этот смартфон большее время работает батареи. До 31 часа проигрывания видео. Видео, понятное дело, что не на максимальной яркости. Понятное дело, что у всех разные режимы работы. Понятное дело, что играть бесконечно на нем не получится. Но, черт возьми, это действительно одно из лучших сейчас инновационных решений смартфона у Samsung. Я вам прямо вот сейчас вот вам говорю, как есть. Я вот сейчас выключаю запись экрана, да, показал там эту инфографику, и хватит, и будем уже подводить итоги. Я вам скажу так, это в любом случае лучший смартфон у Samsung, который они выпускали. Он лучше. Пускай некоторые считают минимальные какие-то улучшения, там Galaxy AI, которые еще доделывать и допиливать надо. Но в любом случае удаление объектов с фото, оно намного лучше, чем у любого другого смартфона. Ну, как лучше? У OnePlus то же самое через Google Photo, и допустим, у того же самого, на том же самом Google Pixel 8 Pro. Вы уже это все видели, да, там на вставке мы делали. Но, блин, ребят, черт возьми, он действительно крут. Он универсален, в нем есть все. В нем есть все. Он не самый быстрый, если брать Antutu, но самый навороченный по соотношению своей мощности его начинки. По качеству исполнения, ну, блин, покажите мне, что исполнено лучше. Да, вот это круто. Ну, когда ты берешь, вот, Лиса, попробуй, какой у него шикарный матовый материальчик. Что, не. Мне Samsung больше нравится. Во-первых, я это знаешь, сколько раз ронял? Без корпуса. Это стекло. Но здесь ты берешь и ты чувствуешь вот вещь. И мне не нравился, почему с 22-го не купил, не 23-го, не 24-го. Вот этот вот дизайн, это тот дизайн, которого я ждал. Он действительно классный. Я его запакую. Вот такой вот чехольчик. Вот в такой чехольчик. При том, что здесь водозащита есть, да. А, кстати, в моем OnePlus 12 там только IP65 от капель и брызг. А здесь полноценная IP68. Ты можешь даже там в ванной сфотографировать чего-то, если там тебе хочется кому-то что-то отослать, короче, да. Вот взять под водой и сфотографировать. Уточку, например. Суть-то дела, ребят, смарт получился просто-напросто обалденный. Денег стоит невероятно много. И несмотря на все вот эти вот факапы, которые рассказал, и вот этот вот маркетинг, да, там начали за здравие, закончили за упокой, так вот за упокой будет лучше, чем за здравие. Я его рекомендую. Мы выпустим огромное количество видео с ним. У нас будет игры на DeX, у нас будут различные плюшки искусственного интеллекта, у нас будет, да, и тут еще один момент, черт возьми, я забыл про него рассказать, что мы его использовали через DeX как Smart TV Box. Однако, я особо об этом не хотел распространяться, хотел отдельное видео, но тут как Smart TV Box не сильно это получается. Он хоть и видит HDR YouTube, допустим, тот же самый Netflix, через DeX он не выводит HDR. И вводит все только в 1080p 60 Гц, как и многие смартфоны, вернее, практически все. Но правда он выводит в нативных 16:9. А не как, допустим, здесь выводит черт знает как 21:9. И смотреть на телеке практически невозможно. Поэтому, ребят, рекомендуем охренительный смартфон. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.